Всем привет, меня зовут Лена Стасевич. Сегодня хочу рассказать вам, как приготовить очень вкусный маршмеллоу. Посмотрите, какие они получаются пружинистые, абсолютно не резиновые, такие воздушные, мягкие, но в то же время вот так вот классно растягиваются, такой антистресс и в то же время очень вкусный. Я люблю больше всего маршмеллоу на белках, поэтому мой рецепт будет именно на курином белке. Но, тем не менее, маршмеллоу получается той самой нужной воздушной консистенции, абсолютно не плотный, но в то же время он хорошо держит форму, это очень важно. Форму нужно подготовить заранее. Я взяла вот такую квадратную рамку и смазываю ее растительным маслом, таким тоненьким слоем. Можно присыпать еще сахарной пудрой по вашему желанию, и я буду выкладывать на коврик силиконовый и вот так же легонько смазать. Если вам слишком сильно смажете растительным маслом, то при перекладывании масса просто будет скользить по маслу, и мне кажется, это будет просто неудобно ее распределять. Поэтому масло тоненький слой делаем. Итак, в первую очередь нам необходимо растворить желатин в воде. Здесь используется довольно большое количество желатина. Желатин я использую порошковый, 220 блюм примерно он идет. Можно также использовать листовой, но тогда воду сливать не нужно. Заливайте тем же количеством воды, которое указано в рецепте. Все ингредиенты указаны под этим видео в описании. Желатин необходимо подготовить заранее. Когда он постоит где-то 5 минут, подогреть его в микроволновке буквально 5-10 секунд максимум. Нельзя его кипятить ни в коем случае, иначе он потеряет свои желирующие свойства. Но нам нужно, чтобы он стал вот таким жидким и прозрачным. Начинаем взбивать белки в миксере, можно ручным миксером, как вам удобнее, на маленькой скорости. Для этого рецепта нам понадобится взбивать белки и вливать подготовленный сахарный сироп. Будем делать, другими словами, итальянскую меренгу, но с желатином. И для того, чтобы приготовить сахарный сироп, возьмите толстостенный высокий сотейник и вливаем сюда воду и сахар, а также обязательно нужно добавить сироп глюкозы. Его можно заменить на инвертный сироп или инвертный сахар, но этот ингредиент обязателен, на сахар его не заменить. Именно он придает ту самую нужную структуру, которая есть в маршмеллоу, не дает маршмеллоу засахариться, и он останется дольше свежим. Немножко перемешаем и ставим на небольшой огонь. Нам необходимо сварить сироп до 118 градусов. Пока он не закипел, мы можем немножко ложкой его перемешать, затем сироп не мешаем. Если в сироп попадет хоть капля жидкости или чего-то другого, он моментально кристаллизуется, и у вас сверху будут плавать куски сахара. Это называется сироп кристаллизовался, поэтому будьте аккуратны, не размешивайте его. На огне ниже среднего сироп будет вариться около 6 минут после закипания. В итоге должна получиться вот такая масса. Он должен стать более густой, как видите, пузыри лопаются вот так вот медленно. И если у вас есть термометр, воспользуйтесь термометром, конечно же. А если у вас нету, то вот такой еще есть способ. Подготовьте блюдо с ледяной водой и капните в него сироп. Только обязательно его берите чистой сухой ложкой. И вот эту капельку, если вы можете собрать в шарик руками, это значит, что сироп достиг нужной консистенции. Также есть способ сиропа немножко взять на вилку и подуть через вилку, должны полететь такие крупные пузыри. Это значит, что сироп достиг 118 градусов, но не переваривайте его. В это время у нас взбиваются белки, на дне нету ни капли жидкости от белков, появилась вот такая легкая пена. Мы начинаем вводить сироп, то есть эти процессы мы делаем одновременно. Белки взбились вот в такую пенку, и мы начинаем вводить сироп, который достиг 118 градусов. Вливаем его тонкой струйкой, не попадая на венчики. Скорость миксера выше среднего, но не максимальная, чтобы сироп не разбрызгивался. Если вы сразу вольете весь сироп, то белки у вас свернутся и просто-напросто приготовятся от такой высокой температуры. Также не нужно вводить кипящий сироп. Когда сироп у нас приготовился, просто выключите огонь, и пусть он где-то минуту, секунд 40 постоит, чтобы пузырьки осели.
Как только мы ввели весь сироп, скорость миксера ставим почти на максимальную и вливаем сюда же распущенный желатин, который уже подогрели в микроволновке. Пока масса горячая, желатин горячий, у нас это все прекрасно объединится. И теперь уже ставим на максимальную скорость и взбиваем где-то минут 6-7. Это зависит от мощности и скорости вашего миксера. Ручным миксером это также можно сделать, но я рекомендую тогда полпорции готовить. И тут уже надо будет параллельно взбивать белки и готовить сироп, что не очень удобно, конечно. Также сюда добавляем экстракт ванили. У меня натуральный экстракт ванили, который я сама готовила. Можете добавить ванильный сахар, но тогда его нужно вводить вместе с основным сахаром. Посмотрите, масса на глазах густеет. Сначала все такое жидкое, но чем дольше мы взбиваем, тем гуще становится масса. Тут главное остановиться, пока масса еще теплая, потому что если крем охладится, желатин начнет работать и уже стабилизируется прямо в чаше миксера, станет такими кусками. Поэтому нужно заливать форму, когда масса еще горячая. Также я сюда добавляю капельку розового красителя, можете не добавлять, конечно же. Мы просто перемешаем буквально 20 секунд, чтобы остались такие легкие разводы. И переливаем в подготовленную форму. Какая она красивая, пышная, воздушная, но в то же время так немного даже держит форму. Но масса не должна быть слишком плотной, как я уже говорила, потому что тогда она некрасиво распределится. Теперь выравниваем лопаткой, насколько это возможно. Оставляем при комнатной температуре минимум на 6 часов. Я оставляла на ночь, и у меня прекрасно стабилизировался маршмеллоу. Цель в том, чтобы вся влага, которая у нас была в сиропе и в белках, должна испариться. Если вы соберете раньше времени, у вас просто может маршмеллоу потом, как говорится, плакать. То есть из него может выделяться жидкость. Если вы покроете потом сахарной пудрой, и через какое-то время будет выделяться жидкость. Это значит, что вы не до конца просушили. И посмотрите, на следующий день у нас уже полностью стабилизировался маршмеллоу, и можно вынимать из формы. Я аккуратненько ножиком подрезаю края. И снизу отделяю. Снизу у меня так прилипло немного, можно вот так вот аккуратно ножом, чтобы коврик только не порезать, и как бы отделить пласт маршмеллоу от коврика. И посмотрите, у нас в итоге все вот так классно получилось. И вы видите, какая классная консистенция, такая пружинистая, воздушная. Просто с ней хочется, не знаю, в руках ее постоянно трогать, сжимать. Очень классно. И присыпаем сахарной пудрой со всех сторон. У меня здесь чистая сахарная пудра без крахмала. Можете с крахмалом смешать сахарную пудру. И нарезаем на полосочки и затем на квадратики. Еще раз вам покажу структуру. Вот в разрезе. Посмотрите, какая мелкопористая она, но в то же время пышная, не забитая, не резиновая, вот такая воздушная. И это достигается благодаря тому, что мы приготовили именно на курином белке. Мне очень нравится именно на белке, на мой взгляд, намного вкуснее получается, чем просто желатин с сахаром. И нарезаем на кусочки нужного вам размера. Посмотрите, какая красота еще раз. Хранить маршмеллоу нужно в закрытом контейнере при комнатной температуре, либо просто в пакете.
Не забудьте поставить лайк этому видео, а также подписывайтесь на канал. Жду вас в своем Инстаграм и также в Телеграм. С вами была Лена Стасевич. Пока-пока.